Всем привет! В этом видео мы с вами начнем вязать детский плед из мотивов вот с таким нежным узором. Края пледа мы обвяжем декоративной каймой. Ну а пряжу для данного мастер-класса мне предоставил интернет-магазин yanmarket.ru. Всем советую заглянуть на их сайт, поскольку сейчас там очень много акций и скидок, а самое главное, у них большой выбор пряжи. Ссылку на интернет-магазин вы найдете в описании к видео, а можете сейчас перейти на их сайт, кликнув мышкой на экране. Я вязала плед небольшой 80 на 85 сантиметров. На плед мне ушло 4 мотка белого цвета, 3 мотка желтого и 3 мотка вот такого кораллового цвета. Пряжа у нас, как вы уже поняли, это Milk Cotton. Состав у нее 45% хлопка, 15% искусственный шелк и 40% акрил из молока. В 50 граммах мотка 150 метров. Пряжа очень нежная, мягкая, специально разработана для детей. Но все же у пряжи есть свои недостатки. Например, если мы сравниваем пряжу коралловую и белую. Белая пряжа чуть тоньше и сама нить немного плотнее. У коралловой пряжи нить объемнее и более мягкая. Также в мотках иногда встречаются узелки, и тоже заметила, что иногда происходит утолщение пряжи. Но несмотря на все эти недостатки, пряжа мне очень понравилась. Вязать из нее приятно и легко. И в итоге получился вот такой красивый плед. Цепочку из воздушных петель я набирала крючком номер 4, а сами мотивы вязала крючком номер 3. И вот такие мотивы у меня получились. Посмотрите. Как я уже говорила, что пряжа белого цвета немного отличается. В итоге, если мы сравним два мотива, то мотив белого цвета на пару миллиметров будет меньше. Чтобы этого избежать, можно просто вязать из белой пряжи чуть-чуть слабее или взять крючок немного побольше. Тогда мотивы получатся одинаковыми. А вообще размер мотива в ширину это 11 сантиметров, а в длину 12 сантиметров. Конечно, еще зависит очень много от манеры вязания. Я вяжу достаточно слабо, поэтому, если кто вяжет туго, мотивы могут получиться немного меньше. А вот схема, по которой мы с вами будем вязать. Она достаточно простая, и данную схему вы найдете в группах ВКонтакте и Одноклассники. Ссылки на группу, как всегда, в описании к видео. Единственное, я вам упростила задачу и уже подписала количество столбиков, чтобы вам постоянно их не пересчитывать. Посмотрите, начинаем мы с цепочки из воздушных петель. Их у нас 21. Далее дополнительно 1 воздушная петля, и начиная с первой петли вяжем ряд из столбиков без накида. Воздушная петля, второй ряд столбиков без накида, воздушная петля, третий ряд из столбиков без накида. Далее воздушная петля, и начинаем вязать 10 столбиков без накида. В 11 петлю мы вяжем шишечку и снова 10 столбиков без накида. Воздушная петля, вяжем изнаночный ряд, просто столбики без накида. Воздушная петля, 8 столбиков без накида. В 9 петлю вяжем шишечку. Вот. Далее 3 столбика без накида, шишечка, 8 столбиков без накида. Следующий ряд мы просто вяжем изнаночный из столбиков без накида. Воздушная петля, 6 столбиков без накида, шишечка, 7 столбиков без накида. Я вам советую распечатать именно вот эту схему, где подписано количество столбиков без накида. Поверьте мне, это очень удобно. Итак, посмотрите, мы с вами вяжем, продолжаем вязать, чередуя столбики без накида и наши шишечки.
Не забываем, что изнаночный ряд у нас состоит только из столбиков без накида. Как вязать, я вам сейчас покажу. Итак, давайте приступим. Для начала берем крючок номер 4, которым будем набирать цепочку из воздушных петель. Крючок номер 3 пока нам не пригодится. Итак, делаем первую рабочую петлю на крючке и набираем 21 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И так продолжаем, вяжем 21 воздушную петлю. Все, цепочка из воздушных петель у меня готова. Теперь убираем в сторонку крючок номер 4, берем наш основной крючок и начинаем им вязать. Для начала делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать. Посмотрите, 1, 2 со второй петли. Со второй петли вяжем столбик без накида. В каждую воздушную петлю вяжем по одному столбику без накида. Хотелось отдельно сказать, что когда мы делаем воздушную петлю подъема для столбиков без накида, она не считается как столбик без накида. На это обратите внимание. Если мы делаем 3 воздушные петли подъема вместо столбика с накидом, то 3 воздушные петли подъема приравниваются к столбику с накидом. Здесь у нас не считается. Итак, довязываем до конца всю цепочку из воздушных петель. Посмотрите, вот мы довязали до конца. В каждую петлю по одному столбику без накида. Вяжем новый ряд, делаем одну воздушную петлю подъема. Как я уже сказала, эта воздушная петля не считается за столбик без накида. Поэтому прямо в первую петлю заводим крючок за обе стенки, обратите внимание. И начинаем вязать, вот за обе стенки заводим крючок, начинаем вязать второй ряд. В каждую петлю за обе стенки вяжем столбик без накида. Это у нас второй ряд. Также состоит из столбиков без накида. В каждую петлю вяжем по одному столбику без накида. Начинаем вязать с самой первой петли, ничего не пропускаем. Так, и тогда довязываем до конца весь ряд. Посмотрите, что у нас получается. Довязываем так ряд до конца. Вяжем третий ряд, снова делаем одну воздушную петлю подъема и опять с самой первой петли вяжем столбики без накида за обе стенки, по одному столбику в каждую петлю. По одному столбику в каждую петлю, ничего нового тут нету. И довязываем так ряд наш до конца. Посмотрите, что получается. Довяжите ряд до конца самостоятельно. Все, третий ряд довязан, мы приступаем к четвертому ряду. Одна воздушная петля подъема, и теперь нам нужно связать 10 столбиков без накида. Посмотрите на схему, 10 столбиков без накида нам нужно провязать. 1, 2, 3, 4, 5. Довязываем так 10 столбиков, и очень важен именно вот этот вот ряд. Когда вы провяжете столбики, еще раз пересчитайте, чтобы не ошибиться. 10 столбиков. Так, 9 у меня, вот еще один 10 столбик. Все, в 11 столбик мы сейчас будем вязать с вами шишечку. Накид, заводим крючок также за обе стенки в 11 петлю и провязываем только накид. Снова накид, заводим крючок, провязываем второй накид, накид, провязываем третий накид, провязываем четвертый накид и провязываем
5 накид, 5 накидов на крючке. И в итоге у нас с первой рабочей петли получается 6 петель на крючке. Теперь из 6 петель на крючке делаем одну. Все, наша шишечка готова. Теперь крючком ее вот так вперед немного проталкиваем. Посмотрите, видите, отгибаем. И в следующую петлю вяжем столбик без накида. Таким образом у нас образовалась вот такая шишечка. Посмотрите. А далее довязываем наши столбики без накида. Их тоже ровно 10. 10 столбиков без накида. Как вязать шишечку, я еще раз медленно вам покажу, если где-то непонятно. Ряд связан. Поглядите. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема и вяжем изнаночный ряд. С первой петли вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. Здесь мы вяжем только столбики без накида. В каждую петлю по одному столбику без накида. И провязываем все петли. Вот, посмотрите, у нас такой вот немножко бугорок получился. Сейчас он выровняется. Одна петля в вершинку нашей шишечки, одна петля рядом провязываем. С изнаночной стороны небольшая такая вот ямка будет в том месте, где шишечка. Так и должно быть. И довязываем до конца весь изнаночный ряд. Поглядите, вот наш ряд довязан. Приступаем к новому ряду. Делаем одну воздушную петлю подъема, поворачиваем наш мотив и смотрим на схему. Теперь нам нужно связать 8 столбиков без накида. Вяжем с первой петли 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вот наши 8 столбиков без накида. В 9 петлю мы вяжем шишечку, точно такую же, как мы и вязали. Накид, провязываем первый накид, провязываем второй накид, далее провязываем третий накид, четвертый и пятый. Всего 5 накидов. 5 накидов мы провязали. Из 6 петель на крючке делаем одну. Теперь крючком слегка отклоняем вот так нашу шишечку вперед. И в следующую петлю после нашей шишечки вяжем столбик без накида. Потом вы приноровитесь, вам будет легко вязать уже шишечки. Вначале немного помогайте, вот так можно пальцем подталкивать шишечку вперед. 3 столбика без накида провязали и сразу вяжем снова еще одну шишечку. Подсматриваем нашу схему и сверяем количество столбиков без накида. Так, из 6 петель на крючке делаем одну. Далее вяжем столбик без накида и довязываем еще 7 столбиков без накида. Всего их 8 наших столбиков без накида до конца. Посмотрите, ряд у нас готов. Вот как он выглядит сейчас. Как вы видите, шишечки вязать очень просто. И смотрятся они очень эффектно. Теперь вяжем изнанку у нашего мотива. 1 воздушная петля подъема. И с первой петли вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. По одному столбику без накида. Так, провязываем те места, где у нас шишечки, аккуратненько. И довязываем ряд до конца. Итак, ряд у нас довязан. Вот как он выглядит с изнаночной стороны. А лицевая сторона у нас
Вот такая. Мы можем приступить к вязанию нового ряда. Делаем одну воздушную петлю подъема и, начиная с первой петли, вяжем столбики без накида. Подглядываем на нашу схему, а именно 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую петлю мы вяжем шишечку. Снова провязываем 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. Из 6 петель на крючке делаем одну. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 7 столбиков без накида. И снова вяжем шишечку, накид и провязываем 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. Из 6 петель делаем одну и довязываем 6 столбиков без накида. 6 столбиков без накида. Все, наш ряд готов. Поглядите, вот он какой получился. Так, и нам теперь нужно продолжить вязать все оставшиеся ряды. Для начала делаем воздушную петлю подъема и вяжем изнаночную сторону у нашего мотива, а именно столбики без накида в каждую петлю по одному столбику. Довязываем изнанку нашего мотива. Все, одна воздушная петля для начала нового ряда. Поглядите теперь, что нас дальше ждет. Если мы вязали сейчас 6 столбиков без накида, то теперь у нас идет 4 столбика без накида и 11 столбиков без накида после шишечки. 4 столбика без накида провязали, вяжем сейчас шишечку. Вот она, наша шишечка. Так, готово. Далее вяжем 11 столбиков без накида. Снова вяжем шишечку. Можно уже с этого края отсчитать 4 петли, и в 5-й у нас будет шишечка. Выбирайте способ, какой вам легче для вязания. Или с краю отсчитывать, или подряд считать количество столбиков без накида. Ну и довязываем так ряд. Давайте довяжем его вместе. Оставшиеся ряды вы будете вязать самостоятельно, но сейчас я вам подскажу. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в 5-ю петлю мы вяжем шишечку. Снова 5 накидов провязываем. На крючке у нас 6 петель. Из 6 петель делаем одну и довязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Все, еще один ряд связан. Посмотрите. А вот что у нас должно получиться в итоге. Вот такой мотив, сердечко. Сейчас, в данный момент, мы с вами связали почти половину нашего мотива. Как я уже сказала, мы откладываем сначала 10, потом 8, 6, 4, тут у нас 2, 2, 2. 3 раза откладываем 2 столбика, и в 3-м ряду у нас появляется шишечка посередине. Вот этот ряд не пропустите.
Чтобы вам не запутаться, этот ряд я свяжу вместе с вами. Я связала уже 2 ряда, где у нас вот 1, 2, связала, а 3-й ряд я свяжу сейчас вместе с вами. Вот он, в этом ряду у нас будет 3 шишечки. Воздушные петли подъема, 1, 2, 2 столбика без накида, в 3-ю петлю мы вяжем шишечку, вот такую же шишечку. 1, 2, 3, 4, 5. 5 накидов провязали, из 6 петель делаем 1, и сейчас вяжем, подглядываем на схему, 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков без накида, а в 8-ю петлю мы вяжем шишечку. Итак, 7 столбиков мы провязали, и теперь в 8-ю петлю, прям посерединке она получается, вяжем шишечку. Провязываем 1 накид, 2, 3, 4 и 5. Из 6 петель делаем 1 и продолжаем вязать 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю петлю вяжем шишечку и довязываем так ряд наш до конца. Так, вот последний накид, провязываем 2 столбика без накида в конце, и все, ряд у нас готов. Поглядите. Теперь наша задача связать изнанку у мотива. Заводим крючок, 1 воздушная петля, поворачиваем наш мотив на изнаночную сторону и провязываем по 1 столбику без накида в каждую петлю, и так всю изнаночную сторону нашего мотива. Итак, ряд довязан у нас, посмотрите. Вяжем новый ряд, 1 воздушная петля подъема, теперь вяжем 3, 1, 2, 3, 3 столбика без накида. Снова посматриваем в нашу схему, она нам помогает. 3 столбика без накида, в 4-ю петлю вяжем 1 шишечку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали накидов, довязываем шишечку, и теперь вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 столбика без накида, накид, в 5-ю петлю вяжем шишечку, 4 столбика без накида, шишечка. Далее, так, давайте довяжем ее. Вот, 5 накидов провязали. После шишечки у нас идет 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и снова шишечка. Делаем 5 накидов, провязываем 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 5 накидов, из 6 петель делаем 1 и снова вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В 5-ю петлю вяжем шишечку, делаем 1, 2, 3, 4,
и 5 провязанных накидов. Так, из 6 петель на крючке делаем одну. В конце проверьте, что было 3 петли недовязанных, тогда мы все посчитали правильно. Эти 3 петли провязываем столбиками без накида. Все, еще один ряд связан, и у нас почти готов наш мотив. Сейчас вам нужно самостоятельно провязать один ряд изнаночный, воздушной петли и целый ряд из столбиков без накида. Так, у меня этот ряд связан. Теперь вяжем лицевой ряд. 1 воздушная петля подъема. Обращаемся снова к схеме. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 столбика без накида. В 5-ю петлю заводим крючок и вяжем шишечку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 накидов. Довязываем нашу шишечку до конца. Теперь вяжем всего 1 столбик без накида. И сразу тут же прям вяжем шишечку, прям тут. В следующую петлю вяжем еще одну шишечку. 1, 2, 3, 4, 5. 5 накидов мы провязали. Из 6 петель делаем одну. А вот теперь вяжем 7 столбиков без накида. 7 столбиков без накида до следующей пары шишечек. Итак, 7 столбиков мы провязали. Теперь вяжем нашу шишечку, а именно провязываем 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. Из 6 петель делаем одну. Вяжем всего 1 столбик без накида и сразу в следующую петлю вяжем еще одну шишечку. Так, довязываем еще одну шишечку. Вот она. И в конце у нас должно остаться 4. 1, 2, 3, 4. 4 непровязанные петли. В эти петли мы с вами вяжем столбик без накидов. По одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3, 4. Все. Сердечко наше готово. И наша задача сейчас довязать недостающие 3 ряда из столбиков без накида. Просто вяжем 3 ряда из столбиков без накида. Вот воздушная петля. Первый ряд у нас изнаночный. Просто вяжем по одному столбику без накида за обе стенки. Так, довязываем до конца. Довязали. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема. И снова вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. Сейчас у нас идет лицевой ряд, но больше шишечек мы не вяжем. Просто столбики без накида. Довязываем до конца. Готово. Вот. 1 воздушная петля подъема и вяжем 3-й ряд из столбиков без накида. Обратите внимание, что последний ряд у мотива изнаночный. Мы заканчиваем изнаночный ряд, который у нас является последним. Все, заводим крючок, делаем 2 воздушные петли, отрезаем ножницами нить и затягиваем узелок. Наш мотив готов. Вот такой мотив у нас с вами должен получиться. Я надеюсь, что у вас тоже получилось. Теперь нам нужно связать много мотивов и выбрать рисунок для нашего пледа. В какой же последовательности будут наши мотивы располагаться? Я выбрала так: желтый, коралловый, белый, желтый, коралловый, белый. В следующем ряду в
той же последовательности, только смещаю на один мотив влево. Желтый, коралловый, белый. И в итоге у меня получился вот такой плед. В следующем видео мы с вами продолжим вязание. Я покажу, как соединять мотивы между собой и как делать красивую кайму. Ну на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал и вступать в группы ВКонтакте и Одноклассники. Пока-пока!